Видео получилось относительно длинным. Под видео будет список, с какой минуты что начинается, какие разделы. Вначале будет как поднять VPN-сервер, далее как соединить с VPN-сервером клиент Connectic, то есть два маршрутизатора объединить в одну сеть. Далее подключение к VPN-серверу с платформы Windows, разбор мелких проблем, которые могут возникнуть при подключении, после подключения с мобильного устройства на базе Android в виде клиента. Подключение VPN одно через другое. К примеру, на Kinetic Extra у нас подключено два VPN в виде клиента. Одно PPTP, другое SSTP. PPTP подключено к внешней сети VPN Book для разблокировки сайтов. А SSTP подключен у нас к Kinetic Lite 3. Далее у нас настроена маршрутизация. Для VPN 1 и для SSTP. Далее в виде клиента к Kinetic Extra подключаются другие устройства в виде клиентов. Через VPN сервер L2TP IPsec, либо же через VPN сервер IPsec. В данном случае происходит следующая схема. Клиент подключается через внешнюю свою сеть какого-то провайдера к серверу Kinetic Extra. Далее он попадает либо на маршрутизацию. Маршрутизация в свою же очередь подключена через другой VPN. И данный клиент получает как доступ к сети самого Kinetic Extra, также к сети Lite 3 и также для разблокировки сайтов к сети VPN Book. Также можно настроить маршрут до сети, объединив несколько маршрутизаторов. От клиента в основном маршрутизация не требуется. Либо для каких-то других целей можно сделать определенную маршрутизацию. Почему именно через VPN серверы L2TP IPsec или IPsec? Так как протоколы PPTP и STP работают пока не совсем корректно. На октябрь 2018 года я делал запрос в службу поддержки, где мне ответили то, что да, данная проблема есть и данную проблему они устраняют. А вся проблема вот в чем. Например, при подключении телефона к Kinetic Extra по VPN все подключается, интернет работает, но когда с телефона пытаешься выйти через маршрутизацию и подключение к внешнему VPN через этот же Kinetic Extra, он долго думает и уходит в ошибку и не дает открыть сайт. Если отключить внешнее подключение к VPN, он просто напишет, что данный ресурс заблокирован. А если включить, он просто не выходит и уходит в ошибку. То есть не отрабатывает маршрутизация. Но как мне написали, это должно быть в списке зарегистрированных устройств. Ответ был следующим. То, что подключаемый клиент к роутеру присваивается к незарегистрированному клиенту, и трафик идет по основному профилю. Данное устройство зарегистрировано, но оно не определяется, так как оно же подключается без MAC адреса. То есть данное устройство присутствует в списке, но оно все равно не работает. В планах у них есть, чтобы данное устройство отображалось даже через VPN подключение, то что оно подключено, и можно было занести его в список зарегистрированных. Дальше мы пробовали сделать профили доступа в интернет, добавив мое VPN подключение как резервное. Но в принципе ничего в сути это не поменяло. То есть оно появилось, но подключение так и не заработало. То есть, но сперва вылезла ошибка «Запрещено, обратитесь к снему администратору», а потом снова вышла та же самая ошибка. Далее я настроил через L2TP IPsec и все заработало. Также я просто проверил через IPsec. Маршрутизация также работает. В дальнейшем разработчики должны будут устранить данную проблему. На данный момент пока проблема сохраняется. Кому нужно, чтобы при подключении к маршрутизатору еще раз работало другое VPN, через маршрутизацию лучше использовать L2TP либо IPsec.
А теперь непосредственно перейдем к настройке серверов. Настраивать будем VPN сервер L2TP и VPN сервер IPsec. Настройка аналогична видео по настройке PPTP и SSTP серверам. Создается доменное имя DDNS при помощи сайта нового IP, либо другого сайта, либо CanDNS или белый IP-адрес используется. Дальше создаются пользователи для подключений, задаются им пароли, настраиваются права. Также скачиваются сами VPN-сервера L2TP и IPsec, если они не скачаны, устанавливаются на маршрутизатор Kinetic. Дальше производим их настройку. Первым будем настраивать VPN-сервер L2TP IPsec. Общий ключ. Вводите свой общий ключ. Множественный вход. NAT для клиентов, если нужен интернет с данного подключения. Доступ к домашней сети. Начальный IP-адрес данного VPN подключения. Пул адресов 10. Далее, каким пользователям будет доступно данное подключение к данному VPN. Ставим галочки для разрешения доступа. Сразу же настроим VPN сервер IPsec. Здесь используется общий ключ от того же подключения, что и L2TP. Начальный IP-адрес указываем начальный IP-адрес. Пул адресов здесь дается 64. DNS-сервер здесь указывается. NAT для клиентов, если нужен интернет. Указывается доступ для пользователей данного подключения VPN-сервера. Включаем данные сервера. Положение включено. Попробуем подключиться с клиентского устройства. В данном случае это будет Kinetic Lite 3. Заходим в раздел «Другие подключения». Нажимаем «Добавить подключение». Имя подключения. Вводите свое имя подключения. В данном случае будет для примера L2TP. Тип протокола выбирается L2TP IPsec. Адрес сервера используется имя CanDNS, либо можно DDNS, либо белый IP-адрес. Имя пользователя вводите пользователя, созданного для данного подключения VPN, также пароль от данного пользователя. Тип проверки устанавливается авто. Вводится секретный ключ, который указан на VPN сервере. В дополнительных настройках можно задать постоянный IP-адрес вручную. Также, если планируется использовать данное подключение для выхода в интернет, устанавливаем галочку «Использовать для выхода в интернет». Сохраняем данное подключение. Пробуем подключиться. Итак, все подключилось. Далее попробуем подключиться с операционной системой Windows. Подключение к L2TP IPsec с Windows 7. Переходим к центру управления сетями и общим доступом. Выбираем настройка нового подключения или сети. Подключиться к рабочему месту. Далее. Создать новое подключение. Использовать мое подключение к интернету. Интернет-адрес указываем доменное имя, либо белый IP-адрес. В моем случае это доменное имя CanDNS. Имя места назначения. Вводим любое имя подключения. Далее. Зарегистрированный пользователь на VPN-сервере. Пароль от пользователя. Нажимаем «Подключиться». Пропустить. Переходим в изменение параметров адаптера. Заходим в свойства созданного нами подключения. Убираем галочку «Включать домен входа в Windows». Безопасность. Тип VPN выбираем L2TP IPsec VPN. Шифрование данных не обязательное. Дополнительные параметры. Вводим общий ключ, указанный на VPN сервере.
В данный момент компьютер подключен к мобильной сети, к Теле2. Пробуем подключиться. Итак, как видим, все подключилось. IP-адрес поменялся на IP-адрес нашего роутера. В данном подключении мы не убирали галочку «Использовать удаленный шлюз». Данная галочка дает возможность использовать подключение к интернету через роутер Kinetic Extra, то есть интернет идет через данное подключение. Также особенность данного подключения в том, что для теста нельзя подключиться из домашней сети. Можем подключиться к данному подключению только из внешней сети. Рассмотрим на реальном примере, как работает маршрутизация. Для этого отключим наше подключение к VPN-маршрутизатору. Зайдем на сайт SpeedTest, проверим наш IP-адрес. Как видим, наш IP-адрес Теле2. Попробуем зайти на заблокированный ресурс. В нашем случае это будет HDRESCA. Итак, как видим, данный сайт блокирован через мобильного оператора Теле2. Подключимся к нашему VPN L2TP. Проверим наш IP-адрес на спид-тесте. Как видим, наш IP-адрес поменялся на Ростелеком, так как маршрутизатор Kinetic подключен к Ростелеком. Попробуем снова зайти на заблокированный ресурс. Как видим, заблокированный ресурс открылся, так как на маршрутизаторе Kinetic Extra поднято второе подключение VPN и через него настроена маршрутизация. Попробуем его отключить и посмотрим, что будет. Входим на маршрутизатор Kinetic Extra в раздел «Другие подключения». Здесь нам нужно отключить подключение VPN 1, так как через него настроена маршрутизация. И теперь снова пробуем зайти на заблокированный ресурс. Обновляем страницу. И как видим, ресурс снова заблокирован, но уже Ростелекомом, так как на нашем роутере Ростелеком. Пробуем включить обратно наше подключение VPN 1. Получается следующее. Мы через мобильного оператора Теле2 подключаемся к маршрутизатору Kinetic Extra. Kinetic Extra в свою очередь подключен через VPN 1 к другому VPN серверу и настроена маршрутизация для данных подключений. Пробуем снова зайти на заблокированный ресурс. Итак, как видим, заблокированный ресурс доступен после включения VPN 1 на маршрутизаторе Kinetic Extra. Происходит следующая схема подключения. При подключении с компьютера, планшета, мобильного устройства, с другого маршрутизатора в виде клиента мы подключаемся к VPN сервер L2TP, в данном случае подключение с Windows 7. В данном подключении разрешен шлюз, то есть разрешен выход в интернет через данное подключение. Если сайт обычный, подключение к сайту идет через маршрутизатор Kinetic Extra и напрямую выходит на сеть Ростелекома. Если же сайт прописан в маршрутизации, то есть идет подключение с Windows на VPN сервер L2TP, далее подключение попадает на маршрутизацию. Маршрутизация же в свою очередь, если сайт прописан в маршруте, попадает на подключение. Это может быть не обязательно подключение к обычному VPN, но это может быть подключение к другому роутеру. На другом роутере может быть завязано также много различных сетей. В данном случае получается, подключение идет с компьютера на сервер VPN L2TP на Kinetic Extra, далее идет на маршрутизацию, маршрутизация перенаправляет на VPN 1,
А VPN 1 это у нас VPN Book, внешний VPN сервер, который нужен нам для разблокировки ресурсов. Также у нас есть маршрутизация для провайдера Baza.net. Она также работает. Сайт открылся как из-под сети Baza.net. Мы попали во внутренний медиа-сервер. Также можно настраивать другие различные маршрутизации. Если интернет у нас не хочет идти через подключение VPN, а шлюз указан, можно попробовать сделать подключение по умолчаниям. Также аналогичным способом можно указать в панели управления свойства обозревателя. Подключение. Выбрать нужно нам подключение. Всегда использовать принятое по умолчанию подключение. Выставить галочку. Через данное подключение пойдет интернет. Нажимаем «Применить». ОК. Данный способ доступен только на Windows 7. На Windows 10 данной настройки уже нет. Также в настройках браузера можно попробовать выбрать данное подключение по умолчанию. У меня интернет пошел сразу через подключение VPN, без выбора по умолчанию. Просто подключаясь к данному подключению по VPN, интернет идет уже через данное подключение. А при объединении локальных сетей для доступа из одной в другую сеть, какие нюансы еще могут быть? А нюансы могут быть следующие. Подключение данных сетей может быть как общественная сеть. В данном случае можно изменить на сеть предприятия, либо домашняя сеть. Это влияет на настройку общего доступа к сети, как настроены данные параметры для определенных профилей. Перенастроить можно в дополнительные параметры общего доступа. Есть домашний или рабочий профиль, есть общий текущий профиль. Разворачиваем нужный нам профиль и настраиваем как нам нужно. Далее настраиваем Brown Malware. Переходим в панель управления. Находим здесь Brown Malware Windows. Для эксперимента можно отключить Brown Malware, включение-отключение Brown Malware Windows. И посмотреть, будет ли работать подключение или нет. То есть блокировка идет из-за него, либо из-за чего-то другого. Если блокировка идет из-за него, нужно его настроить. Переходим в раздел «Дополнительные параметры». Здесь выбираем правила для входящих подключений и правила для исходящих подключений. Нужно создать правила. Нажимаем правой кнопкой мыши. Создать правила. Выбираем настраиваемые. Программы. Все программы. Протоколы. Выбираем либо нужный протокол, либо оставляем любой. Область. Здесь мы указываем диапазон IP-адресов. В нашем случае нужно, чтобы доступ до этого компьютера был из-под сети 192.168.175.0. Можно добавить как конкретный IP-адрес, так и диапазон IP-адресов. Мы добавим диапазон IP-адресов. Также здесь можно на всякий случай указать текущий IP-адрес VPN подключения. Адрес текущего VPN подключения у нас 172.16.2.33. Вводим 172.16.2.0. Так как пул адресов у нас 10, но начинается он с 33, то можно указать 172.16.2.50. Взять с запасом. Ниже прописываем те же IP-адреса. После того, как IP-адреса прописаны, нажимаем «Далее». Действия. Разрешить подключение. Профиля. Можно поставить все галочки, либо выбрать нужный профиль. Имя. Вводим любое имя подключения. К примеру, L2TP. Нажимаем «Готово». Это мы создали правила для входящих подключений. Также нужно создать аналогичное правило для исходящих подключений. На удаленном компьютере, где домашняя сеть 192.168.175, нужно создать аналогичное правило, но уже для сети 172.16.2.3, так как из удаленной сети вы попадете на этот компьютер, а уже с этого компьютера
на удаленный компьютер вы можете не попасть, так как Brown Malware будет вас блокировать. Для этого нужно создать правило, либо отключить Brown Malware. Создание правила для исходящих подключений. У вас должно получиться два правила. Одно для исходящего подключения. Другое для входящих. Также на компьютере может блокироваться другим программным обеспечением, например, антивирусными средствами, межсетевыми экранами. Для проверки, что блокирует, нужно просто отключить программу и проверить, будет работать или нет. Если заработает, значит дело в той или иной программе, которую нужно, соответственно, правильно настроить для корректной работы. Подключение к VPN L2TP IPsec с Windows 10. Заходим в параметры сети интернет. VPN. Добавить VPN подключение. Поставщик услуг VPN. Windows встроенные. Имя подключения. Вводим любое имя подключения. Имя или адрес сервера. Вводим белый IP-адрес маршрутизатора, где поднято подключение для VPN. VPN сервер. Либо и доменное имя CanDNS, либо DDNS. В нашем случае это будет доменное имя CanDNS. Тип VPN. Выбираем L2TP IPsec с предварительным ключом. Вводим общий ключ. Общий ключ мы указывали при настройке VPN сервера на маршрутизаторе. Тип данных для входа. Имя пользователя и пароль. Вводим созданного нами пользователя на маршрутизаторе. Пароль для данного пользователя. Сохранить. Перейдем в настройка параметров адаптера. Откроем свойства созданными нами подключения. L2TP. Для того, чтобы использовать интернет с нашего маршрутизатора, оставляем галочку «Использовать основной шлюз в удаленной сети». Если нам не нужно использовать интернет с данного подключения, галочку убираем. Пробуем подключиться. Данное подключение подключилось. Настройка Brown Malware на Windows 10. Есть небольшое отличие от Windows 7. Заходим в главное меню Windows 10. Переходим в раздел «Обновление и безопасность». Выбираем раздел «Безопасность Windows». Brown Malware и защита сети. И здесь Brown Malware отключается не только в одном месте. То есть отдельные сети, например, сеть домена. Она включена. Также есть частная сеть и общественно доступная сеть. То есть получается для каждой сети Brown Malware нужно отключать отдельно. Если мы отключим для какой-то одной сети, то блокировка, возможно, останется. И доступа к данному компьютеру не будет. Несколько сетей отображено здесь в связи с тем, что у нас подключено к
нескольким сетям различного профиля. То есть одна у нас сеть идет частная, другая общедоступная сеть и неопознанная сеть, не подключенная. Все эти три сети у нас отражаются в Brown Malware. Аналогичным образом можно настроить параметры исключений в разделе «Дополнительные параметры». Здесь также создаются правила для входящих подключений, также правила для исходящих подключений, как на Windows 7. Настройка аналогична. Также здесь у нас имеется три профиля общего доступа. Каждый из профилей можно настроить как нужно. Подключение к VPN-серверу L2TP IPsec с мобильного устройства в виде клиента на базе Android. На данный момент телефон подключен к мобильной сети Теле2. Переходим в раздел настроек. Выбираем раздел «Еще». VPN. У меня протоколы уже настроены, вы выбираете «Создать новое подключение». Первое подключение будет по протоколу L2TP IPsec. Название сети указываете любое название сети. Тип выбираете L2TP IPsec PSK. Адрес сервера выбираете белый IP-адрес, либо доменное имя. В моем случае будет доменное имя CanDNS. Ключ L2TP не используется. Идентификатор IPsec не используется. Общий ключ. Указываем общий ключ, который указывали на VPN сервере. Нажимаем кнопку «Сохранить». Далее при подключении он спросит имя пользователя и пароля, которые созданы на VPN сервере. Вводим имя пользователя и пароль. Нажимаем «Подключиться». К данной сети мы подключились. Провайдер определился уже как Ростелеком. Попробуем зайти на сайт. Как видим, сайт открылся. Отключимся от данного подключения. Обновим страницу. Как видим, доступ ограничен. Теперь подключимся к VPN-серверу в виде клиента IPsec с общими ключами аутентификации. Название сети вводится любое. Тип IPsec Haut PSK выбирается. Далее адрес сервера вводится белый IP-адрес, либо доменное имя. В моем случае это доменное имя CanDNS. Идентификатор IPsec не используется. Общий ключ вводится общий ключ, указанный на VPN сервере. Нажимаем кнопку «Сохранить». Подключаемся к данной сети. Вводим имя пользователя и пароль, указанный на VPN сервере. Как видим, к данной сети мы подключились. Зайдем еще раз на сайт. Как видим, данный сайт открылся. Также через данное подключение можно попасть в локальную сеть, указав нужный IP-адрес. В целом мы разобрали все виды VPN, доступные для маршрутизатора Kinetic. VPN PPTP, VPN SSTP, VPN L2TP IPsec, VPN IPsec. Какой VPN будете настраивать вы, зависит от вас. От ваших запросов, какой более функциональный, более безопасный, более надежный, вы уже выберете сами.